Глава 126. Большая Южная гора, Большая Южная долина и молодежь. Город Гуангуй был расположен в южной части провинции Лан. Не очень большой по размеру, город содержал лишь несколько сотен тысяч человек, 1/5 от Цзяюань. Тем не менее, это место было окружено горами с 3 сторон и с 4 стороны озером. В отличие мест с отдыхающими богатыми дворянами, эта изящная обстановка способствовала росту редких фруктов и местных ремесленников, что создавало этому маленькому городу неплохую репутацию. Большая Южная гора была расположена недалеко к западу от Гуангун. Она была 3000 метров в высоту, это 4-е место по высоте в провинции Лан, и она была окутана туманом круглый год. На пике горы был среднего размера храм, Большой Южный храм. Так как предсказания этого храма были весьма точны, каждый год несколько высокопоставленных чиновников и вельмож приходили сюда, чтобы молиться, делая большое количество денежных пожертвований храму. В результате он получил хорошую репутацию. В настоящее время в лесах у основания Большой Южной горы сидел человек в густом подлеске под огромным деревом. Его руки охватывали мерцающий красный свет, который прижимался к нему, когда он раскачивался взад и вперед. Внезапно тело этого человека затряслось, и он издал мрачный стон. Он опустил блестящий красный объект в его руке, показав его истинный облик. Это был на самом деле высшего качества тонкий лазурный нефрит. Мало того, что этот прекрасный нефрит был совершенно чистым, также слабые следы красного света виднелись в глубинах нефрита. Увидев это, любой прохожий мог бы понять, что этот нефрит не был обычным объектом и имел значительную ценность. Этот человек медленно снял лазурный нефрит с живота и поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Это был Ханьли, который исчез из Цзяюань. Ханьли опустил голову и посмотрел на предмет в руке. Его лицо не смогло не выдать веселое выражение. С тех пор, как он получил этот драгоценный нефрит Ян, он непрерывно извлекал холодный яд и не из тела. В результате яд был полностью извлечен только после половины месяца. Тем не менее, это не было легко. При извлечении яда Ханьли сильно страдал от зуда, который вторгался в кости. Он все еще чувствовал трепет каждый раз, когда он вспоминал это. Тем не менее, этот драгоценный нефрит Ян был действительно находкой. Он на самом деле содержит духовное ци и изгоняет яд с большим эффектом и с большой легкостью. Он боялся, что если бы он не приобрел его, ему бы потребовались десятки дней, чтобы полностью удалить яд тела. Думая об этом, Ханьли вернул драгоценный нефрит в деревянный ящик рядом с собой, который он затем тщательно спрятал. Когда Ханьли встал и двинул свои затекшие конечности, его мысли вернулись к его опыту за эти последние 2 месяца. После того, как Ханьли закончил подготовку, он пошел в особняк Мо на следующий день и получил информацию о Уян Фэйтяне и вилле Гегемона. Затем он уехал на лошади, драгоценном подарке, от особняка Мо и поспешно отправился в путь, в конце концов, прибыв к вилле Гегемона в течение 10 дней. После нескольких дней непрерывного шпионажа, Ханьли приобрел прекрасную возможность и использовал свой драгоценный талисман на Уян Фэйтяне, который любовался полной луной в одиночестве. Жертвуя применением меча-талисмана, он отсек ему голову. Все прошло исключительно гладко. Не возникла волна волнений, что почти заставило Ханьли подозревать, что человек, которого он убил, возможно, является не тем человеком. Затем он осмотрел труп в нескольких местах, обнаружив шрам и родинку Уян Фэйтяне, что подтвердило, что он убил того человека. Ханьли вздохнул и принес голову в Цзяюань. После того, как он вернулся в особняк Мо и отдал отрезанную голову Ауян Фэйтяна госпоже Ян для осмотра, она сказала ему, что Ауян Фэйтянь практиковал верхнюю оборонительную технику Цзянху, броня властителя. Он давно тренировал все тело, пока не стал невосприимчив к мечам и копьям, делая острый край лезвия чем-то вроде грязи, у него было бы трудно вызвать даже малейшую рану. Тем не менее, она не ожидала, что Ханьли на самом деле принесет его голову. Только теперь Ханьли понял, что этот Ауян Фэйтянь, скорее всего, считал его меч-талисман скрытым оружием. В результате он не увернулся, позволив Ханьли убить его таким легким способом. Остальные вопросы были простыми. После того, как госпожа Ян закончила удостоверение личности отрубленной головы, она принесла драгоценный нефрит и обменяла его на антидот Ханьли. Хотя Ханьли получил драгоценный нефрит, госпожа Ян уговаривала его остаться.
он был не в настроении для обмена любезностями с народом из особняка Мо. Затем он сразу же покинул Цзяюань еще раз и бросился к Большой Южной горе. По пути Хань Ли лечил себя от яда, думая о том, как он должен подружиться с культиваторами Большой Южной долины. Поскольку Хань Ли не знал, была ли другая сторона зла или нет, он не планировал смело постучаться в их дверь. В случае, если культиваторы были злыми, он не хотел добровольно стать их жертвой. В результате, когда Хань Ли достиг Большой Южной горы, он отправился в соседние деревни, чтобы спросить о Большой Южной долине и выслушать несколько анекдотов и несколько странных вопросов. По словам жителей, северная сторона горы обладала очень таинственным горным склоном, покрытым круглый год густым туманом. Путешественники, которые входили на склон, были не в состоянии видеть свои 5 пальцев перед собой. Было разумно сказать, что для Большой Южной горы явление туманности вполне привычно. Тем не менее, такой толстый горный туман, круглый год обволакивающий площадь, был совсем необычным. В конце концов, некоторые из наиболее мужественных жителей деревни уже не боялись тумана. Но самое удивительное то, что когда кто-то входил в туман, он невольно терял направление и заблуждался. Поскольку этот горный склон был настолько странным, людям было интересно, и поселенцы беспрерывно пребывали в любопытстве разгадать его загадку. Тем не менее, жители как-то вызвали гнев густого тумана горного склона. В один день, когда все жители деревни, которые вошли в странный склон, не сразу вышли из густого тумана, они вместо этого были пойманы в ловушку на 2-3 дня, и когда они совсем потеряли силы от голода, только тогда они смогли выйти из тумана. Таким образом, никто не смел когда-либо снова броситься к странному горному склону. Сельские жители в конце концов привыкли к тому месту и закрывали глаза на него. После того, как Хань Ли услышал это, он был вне себя от радости. Хань Ли знал, что этот странный горный склон был, скорее всего, местом, которое он искал. Кроме того, даже если это место не было Большой Южной долиной, там точно были культиваторы. Хань Ли был еще счастливее благодаря сельским жителям, ведь теперь его точно не убьют сразу же, как он вступит в туман. Следовательно, он был довольно свободен в своих действиях. Несмотря на это, Хань Ли не мог отправиться туда без плана. Вместо этого он хотел бы остаться в лесу. Только после того, как он полностью подготовит секретное оружие своего тела, он посетит это место в лучшей своей форме. Таким образом, если что-то пойдет не так, он будет совершенно уверен, что он сможет убежать. После того, как Хань Ли подумал об этом, он планировал поселиться в доме сельских жителей, немного поесть и остаться на ночь. На следующий день после этого он отправится посетить этот странный наклон. Таким образом, Хань Ли ушел из леса по направлению к близлежащей маленькой деревне. Когда он собирался войти в маленькую деревню, Хань Ли увидел 15-16-летнего юношу в белой одежде. Он стоял у входа села с несколькими сельскими жителями вокруг него, радостно говорящими о чем-то. Хань Ли был немного удивлен тем, что посторонний человек появился здесь в этот момент. Вполне возможно, что это был необычный человек, поэтому, естественно, Хань Ли использовал на нем технику глаза Бога. Окинув его взглядом, Хань Ли был вне себя от радости. Оказалось, что тело этого белоодетого юноши было окутано слабым духовным светом немного меньшим, чем его собственный. Этот молодой человек тоже был культиватором. Парень, казалось, почувствовал, что кто-то смотрит на него и повернулся к Хань Ли. После того, как он увидел Хань Ли, лицо его сразу же засветился счастливым выражением, и он торопливо побежал. Брат тоже направляется к Большой Южной долине. Брат, я Ван Сяшань клана Сухого обрыва горы Ван. Хотите пойти вместе? Этот юноша подбежал и сказал это Хань Ли, не успев даже отдышаться. Хань Ли взглянул на малька с тонкими чертами и нежной кожей. Все это были характеристики, отмечавшие его принадлежность к влиятельной семье. Этот молодой мастер, должно быть, жил как принц. Конечно, мы можем. Тем не менее, вы знаете, где находится Большая Южная долина. После того, как Хань Ли услышал его просьбу, он ответил это, оставаясь совершенно спокойным. Хе-хе. Я только слышал, как члены моего клана сказали, что Большая Южная долина находится на северной стороне Большой Южной горы. Ее вход покрыт густым туманом круглый год. Тем не менее, я не знаю специфику. Я спросил нескольких жителей деревни, где расположена Большая Южная долина, но они тоже не знают. Но вы, конечно, знаете.
Несколько смутившись, юноша почесал голову, прежде чем посмотреть на Хань Ли с надеждой во взгляде. «Маленький брат, это первый раз, когда вы отправились за границу». Когда Хань Ли услышал слова другого человека, он обрадовался и спросил с улыбкой. «Большой брат угадал. Это мой первый раз, когда я путешествую так далеко от дома». Юноша несколько застенчиво кивнул головой. «Хорошо, тогда следуйте за мной. Я приведу вас на место». До этого момента Хань Ли не был полностью уверен, что странный наклон был большой южной долиной, которую он пытался найти, но теперь, когда он услышал слова юноши, он был совершенно уверен. Замечательно. На этот раз я смогу многое узнать и испытать. Когда юноша услышал слова Хань Ли, он не мог не сказать это весело с волнением. Услышав это, Хань Ли слегка улыбнулся. Из слов, которые только что вышли из уст юноши, он был в состоянии узнать немного больше о культиваторах. Что вы хотите узнать и какой опыт получить, попав в Большую Южную долину? Хань Ли медленно подошел к странному склону. Место уже давно было тайно разведано им несколько раз, и он помнил его очень ясно. Слишком долго рассказывать. Я хочу посмотреть на чары и магические техники, принадлежащие к другим кланам и школам. Я также хочу торговаться с ними за то, что мне понравится. Мальчик сказал, не задумываясь. Хань Ли мягко согласился. Тем не менее, он был несколько озадачен. Когда он услышал голос юноши, он почувствовал, что эта большая южная долина была не просто сбором многочисленных культиваторов. Может ли быть, что позже произойдет гораздо больше других событий? Хань Ли было тревожно от этой мысли. Глава 127. Знания о духовных корнях. Эти двое шли вместе, разговаривая на всевозможные темы. Они лениво разговаривали, но в основном Хань Ли задавал вопросы, а парень отвечал ему. Из его уст Хань Ли, наконец, получил некоторые новости о мире культиваторов, а также понимание некоторых фундаментальных фактов о том мире. Например, уровни культивации могут быть классифицированы на нижнюю, среднюю и высшую сферы. Нижняя область состояла из 5 этапов: конденсация ци, заложение фундамента, формирование ядра, зарождение души, трансформация божества. Средняя сфера состояла из уровня пустоты, уровня интеграции и большой уровень вознесения. И при достижении высокой сферы можно сказать, что кто-то действительно вступал в царство бессмертных. Культиваторы на более высоком уровне могли летать по небу и посещать царство бессмертного и обладали продолжительностью жизни до тех пор, пока небо и земля не исчезнут. Тем не менее, было легче сказать, чем сделать. Было чрезвычайно трудно вырасти до такого уровня. Не говоря уже о культивации во всех 3 сферах. Даже в самых основных, в нижней области, не было никого в истории государства Юэ, кто бы успешно культивировался на пике стадии трансформации божества. В лучшем случае, они останавливались на стадии зарождения души. Но даже это было чрезвычайно редко. Лишь немногие эксцентрики с большой удачей и кармической судьбой были в состоянии сделать это. По мнению парня, продолжительность жизни индивидуума была непосредственно связана с уровнем его совершенствования, и каждый последующий прорыв продлевал его срок. Смертный, в лучшем случае, может жить только 100 лет, но даже это было очень редким среди смертных. Культиваторы, успешно вступившие в стадию заложения фундамента, имели срок службы 200 лет. Это было очень распространенным явлением. И если человек был достаточно удачлив, чтобы достичь стадии формирования ядра, его продолжительность жизни достигала от 400 до 500 лет. И если этот человек каким-то образом умудрялся достичь стадии зарождения души, то поздравляю. Его продолжительность жизни будет продлена до 1000 лет. Все это было в пределах возможностей человека. Внезапно парень в белом остановился. Он чрезвычайно завидовал тем чудакам с продолжительностью жизни от 800 до 1000 лет. Эти имели в 10 раз больше продолжительность жизни, чем у нормального человека. Хань Ли был поражен, когда он услышал юношу, но он уже догадывался, что продолжительность жизни культиваторов будет больше по сравнению с обычными людьми. Но он не предполагал, что настолько, но если только достижение стадии зарождения души, это позволит вам жить так долго, что тогда можно сказать о стадии трансформации божества. И о дальнейших этапах в средней и высшей сферах.
Как долго тогда будут жить они? Ханли, наконец, не выдержал и спросил. Кто знает? Может быть, они могут жить вечно, наслаждаясь вечной молодостью. Воскликнул юноша. Легенда гласит, что культиваторы, которые достигли стадии великого совершенства, должны покинуть этот мир и отправиться в путешествие в высшее царство в другом пространстве. Но о том, где и что делает высшая сфера, никто не знает, потому что никто никогда не возвращался оттуда. Никто никогда не возвращался. Тогда как же определить различные уровни стадии трансформации божества? Спросил Ханли несколько подавленно. Тем не менее, парень, вероятно, тоже не мог ответить на этот вопрос. Кроме различных уровней культивации, Ханли теперь имел общее представление о сектах и кланах культивации, действующих в государстве Юэ. Парень мог не знать о культивации в других местах, но в отношении государства культивации в Юэ он, казалось, мог все объяснить в больших деталях. От него Ханли узнал, что в государстве Юэ существовало в общей сложности 7 сект культивации: секта маскирующейся луны, долины желтого клена, дух горного зверя, секта абсолютной пустоты, преобразование Сейбер, небесная императорская крепость и секта гигантского меча. Из этих 7 лет секта маскирующейся луны была самой мощной. Дух горного зверя была второй, а у остальных уровни мощности были примерно равны. Можно было сказать, что эти различные секты культиваторов были ветвями и листьями большого дерева под названием государства Юэ. В молодости предки культиваторов бессмертных кланов были когда-то сект культиваторов-учеников. Родословная секты учеников в конце концов из поколения в поколение медленно переросла в клан бессмертных культиваторов. Таким образом, можно сказать, что все культиваторы обладали чем-то так называемым духовные корни. Духовные корни. Какие именно? Даже бессмертные культиваторы не знают о них все, но они знали, что если человеку не хватает духовных корней, он не может пройти вверх по пути совершенствования. В конце концов, если у кого-то не было никаких духовных корней, как он мог даже поглощать духовное ци? И если духовное ци не было поглощено, как он мог стать бессмертным культиватором? Конечно, те, кто рождались с духовными корнями, были чрезвычайно редки среди простолюдинов. Можно сказать, что там 1 на 10 тысяч человек там рождался с духовными корнями, и, таким образом, лишь немногие избранные могли вступить на путь, чтобы стать бессмертным. Но тем не менее, большинство из тех, кто обладал духовными корнями, жили своей жизнью, как простолюдины, так как это было чрезвычайно трудно для людей узнать, обладали ли они духовными корнями или нет. Это создавало большую головную боль для вербовщиков из сект бессмертных. Даже обладание духовными корнями не гарантирует, что человек был квалифицирован, чтобы войти в секту бессмертных. Это происходило, потому что существуют различия в степени духовных корней. Как говорится, духовные корни можно разделить на 5 категорий: металл, дерево, вода, огонь и земля. Большинство культиваторов имеют корни со смесью из 4 или всех 5 компонентов. Несмотря на то, что эти люди были в состоянии поглощать духовное ци неба и земли, они будут прогрессировать крайне медленно с точки зрения их культивации. В лучшем случае, они смогут достичь только 3-го или 4-го уровня стадии конденсации ци, и потом им придется оставить все надежды к достижению высших уровней. Духовные корни со смесью из 4 или 5 компонентов были известны как ложные духовные корни в бессмертном мире, в то время как духовные корни из 2-3 компонентов были известны как истинные духовные корни. Те с истинными духовными корнями, естественно, культивировались во много раз быстрее по сравнению с теми сложными духовными корнями. Что касается духовных корней только с одним компонентом, они известны как небесные духовные корни. Те, кто получил их, были действительно любимчиками небес. С небесными духовными корнями, независимо от того, какой из 5 признаков духовного корня там находится, скорость культивации будет быстрее в 2-3 раза по сравнению с теми, кто обладает истинными духовными корнями. И при достижении пика стадии заложения фундамента у них не возникнут какие-либо сложности при попытке прорваться к формированию ядра. Необходимо знать, что в группе из 10 культиваторов конденсации ци, даже при помощи стадии заложения фундамента, только один из них сможет достичь стадии заложения фундамента. Но даже ни один из 100 культиваторов стадии заложения фундамента не сможет достичь стадии формирования ядра. Вероятность достижения стадии формирования ядра можно охарактеризовать только как чрезвычайно малой, и именно поэтому многие люди завидуют тем, кто обладал небесными духовными корнями.
Каждый раз, когда кто-то с небесными духовными корнями появлялся, они становились неистово востребованы в сектах бессмертных. В конце концов, это означало, что в будущем их участие поможет укрепить власть их секты. Тем не менее, шанс обладать духовными корнями выпадал кому-то только один раз в несколько сотен лет. Помимо этих духовных корней, еще существует тип духовных корней, которые не принадлежали к каким-либо из 5 компонентам. Этот другой вид духовных корней был известен как мутировавшие духовные корни, и они появлялись намного чаще, раз в 20-30 лет. Мутировавшими духовными корнями называют духовные корни, развившиеся через комбинацию любых 2 или 3 из 5 компонентов. Например, духовный корень земных и водных компонентов подвергаются мутации и эволюционируют в компонент молнии, металл и вода мутируют и превращаются в компонент льда. Существовало бесчисленное множество вариаций. Для людей, которые обладали мутировавшими духовными корнями, хотя они все еще встречали трудности при попытках перейти в стадию формирования ядра, их скорость культивации была примерно равна тем, кто обладал небесными духовными корнями. Кроме того, люди с мутациями в духовных корнях могли найти искусство культивации, которое соответствует их компоненту, то они, несомненно, будут самыми сильными среди своего поколения и способными бороться с 3-4 культиваторами их уровня. Таким образом, они тоже были весьма востребованы в секте бессмертных. Тем не менее, даже нахождение людей с истинными духовными корнями было головной болью для искателей из бессмертных сект, не говоря уже о небесных духовных корнях и мутировавших духовных корнях. Это было потому, что было просто невозможно для бессмертных искателей проникать в каждый уголок и переулок, требуя от людей тестирования их детей на предмет обладания этими корнями. Таким образом, некоторые бессмертные секты в конце концов рухнули просто потому, что они не смогли найти людей с духовными корнями. Что касается этого затруднительного положения, многие культиваторы и исследователи поняли, что духовные корни, как правило, передаются через родословную. Например, если мужчина или женщина обладали духовными корнями, их дети будут иметь 25% шанс родиться с духовными корнями. И, естественно, если и мать, и отец были обладателями духовных корней, дети будут иметь более высокую вероятность наследования духовных корней. После того, как это обнаружено, многие люди взволновались. Эта агитация была направлена на молодых членов секты. Под давлением старейшин многие молодые люди из различных сект были вынуждены жениться и остепениться. Только после того, как они рождали сына или дочь, им было разрешено вернуться к своей секте культивации. Всякий раз, когда сектантам не хватало учеников, они выбирали потомков своих учеников с духовными корнями. Таким образом, скорость нахождения людей с духовными корнями значительно возрастала. Проблемная ситуация, с которой сталкивается бессмертная секта, могла, наконец, считается частично решенной. В конце концов, с течением времени стало рождаться все больше и больше людей с духовными корнями, что проложило путь для формирования кланов и семей культиваторов. Эти кланы культиваторов могли не владеть искусством культивации на высоком уровне, но они не сталкивались с нехваткой искусства культивации и техники низкого уровня. В конце концов, они стали внешней оболочкой, которую бессмертная секта могла использовать для выхода в свет. В сущности, это означало, что за каждым кланом культиваторов была поддержка секты бессмертных. Объяснив все это, этот парень в белых одеждах чувствовал себя очень довольным. Прошло много времени с тех пор, так как он в последний раз демонстрировал эти знания. То, что слушатель был полностью сосредоточен на словах, которые он говорил, заставляло его чувствовать себя чрезвычайно счастливым и хорошо расположило его к Ханле. Таким образом, его ничего не сдерживало, и он продемонстрировал свои знания Ханле. Естественно, Ханли был доволен этим, и он часто задавал вопросы надлежащим образом, давая юноше в белой рясе еще один шанс, чтобы показать свои знания. Как жаль, что этот холм был окутан туманом. Через несколько часов оба из них уже были на склоне холма. Осуществив короткое путешествие, Ханли был несколько недоволен нехваткой времени, чтобы узнать больше о вопросах совершенствования мира. Он очень хотел снова пойти обратно в деревню, чтобы расширить свои знания, но он знал, что это было невозможно. Вздохнув, он посмотрел на юношу рядом с разочарованием. Глава 128. Небольшая встреча Большого Юга. «Из какого ты клана, брат?»
После того, как юноша закончил говорить, он смотрел на густой туман с волнением и, казалось, вспомнил что-то, он повернул голову, чтобы задать вопрос. После разговора с парнем Ханли осознал, что в мире культиваторов, кроме сект и кланов культиваторов, было также немало изгоев. Большинство из этих так называемых изгоев были либо представителями последнего поколения опустившегося клана культивации или смертных людей, как Ханли, которые случайно наткнулись на какое-то искусство культивации и случайно вошли в мир культиваторов. Кроме того, изгои-культиваторы из снижающихся сект были отделены от наследства, их культивация была, по большей части, не на высоком уровне. В результате кланы культиваторов смотрели на изгоев с некоторым презрением, так же, как богатые семьи из светского мира смотрят свысока на бедных и обездоленных. «Я не из клана, я сам культиватор». После того, как Ханли немного подумал, он решил говорить правду. В конце концов, претендующего быть членом другого клана было слишком легко разоблачить. «Ты являешься культиватором-изгоем». Хотя это было довольно неожиданным для парня, его лицо не выдало ни малейшего знака презрения, вместо того казалось, что он был приятно удивлен. Он взволнованно кружил вокруг Ханли, глядя на Ханли, как если бы он был редким объектом. «Но разве ты, маленький брат, не сказал минуту назад, что к культиваторам-изгоям относятся с презрением? Почему же ты так счастлив?» — спросил Ханли, несколько пораженный этим. «Это так, но не следует путать наш клан Ван с другими кланами культиваторов. Наш клан Ван всегда относился к изгоям-культиваторам хорошо», — гордо ответил юноша. Казалось, он очень гордился позицией своего клана. Предки нашего Ван-клана изначально были изгоями-культиваторами. Тем не менее, они были достаточно удачливы, чтобы войти в школу культивации, став официальными учениками секты Гигантского Меча. Потом был создан наш клан Ван, и из-за нашего происхождения правилом нашего клана Ван всегда был запрет дискриминации изгоев-культиваторов, сказал юноша с улыбкой. На самом деле, это не ограничивается нашим кланом Ван. Предки нескольких других кланов тоже были культиваторами-изгоями, поэтому они также не испытывают никакой неприязни к культиваторам-изгоям. Тем не менее, эти кланы занимают слишком малую часть от всех кланов культивирования. Именно поэтому существует факт, что кланы культиваторов дискриминируют изгоев. Добавил юноша, покачивая головой. Ах, вот как. Кажется, мне очень повезло. Моя первая встреча была с маленьким братом из такого клана, как клан Ван. После того, как Ханли услышал ответ юноши, он немного расслабился. Тем не менее, брат, на протяжении всего путешествия ты задавал так много широко известных вопросов о мире культиваторов. Может быть, брат является новым культиватором, который только что покинул гору. Юноша перевел глаза, говоря это с внезапным пониманием. Неизвестно, почему он вдруг осознал это. Когда Ханли услышал это, оно слегка улыбнулся и дотронулся до плеча юноши. Он сказал несколько виновато: «Я не хотел намеренно обманывать младшего брата, но я только что вошел в мир культивации. У меня были разные предчувствия. Это не имеет значения, я не против. Тем не менее, большой брат должен назвать мне свое имя. В будущем ты должен сразу называть меня Сяошань, я не буду возражать». Хе-хе. Я Ханли. Я действительно только что вошел в мир культивирования. Я надеюсь, что брат Сяошань сможет мне помочь. Впечатление Ханли о Ван Сяошань было весьма благоприятным, в результате чего он пытался говорить очень любезно. Нет проблем. Если большой брат Хань что-то не поймет, не стесняйся обращаться ко мне. Хе-хе. Кто бы мог подумать, что я, Ван Сяошань, буду обучать других? Гордо сказал Ван Сяошань. Если у меня появятся какие-либо вопросы, я обязательно спрошу Сяошань. Между тем, разве мы не должны войти в долину? Ханли слегка улыбнулся, указывая на небо. Ой, я почти забыл о нашем деле. После того, как Ван Сяошань посмотрел на небо, куда указывал палец Ханли, он тут же растерянно крикнул. Юноша деловито долго что-то искал, прежде чем, наконец, вытащил бумагу-талисман из-за пазухи. После того, как он сделал несколько жестов руками и проговорил тихо несколько фраз, он бросил бумагу-талисман в небо. Она превратилась в полосу огня, который ворвался в густой туман, и его больше невозможно было увидеть. «Большой брат Ханли, подожди минуту. Мой талисман скоро войдет в долину. Люди в долине совершат заклинание и впустят нас.
После того, как юноша увидел Ханьли несколько в трансе, смотрящего в направлении, исчезло куда пламя, он быстро объяснил это. Ханьли кивнул головой, выражая свое понимание. Большой брат Ханьли, для этого визита в Большую Южную долину ты, несомненно, принес немало предметов для обмена. Можешь назвать их мне? Не стесняйся, маленький брат сам первый скажет, что принес он. Я принес дюжину элементарных чистых низкоуровневых листов бумаги талисманов, 2 элементарных низкоуровневых талисмана невидимости, 2 элементарных низкоуровневых талисмана земли, 1 элементарный среднего уровня талисман внезапный гром, десяток простых низкоуровневых талисманов ледяная пуля, слиток источника железа, бутылку простого сорта киновари, пучок нитевидных кристаллов из хвостов 3 кошачьих демонов, лекарственные травы. Ван Сяошань не обращал внимания на ошарашенного Ханьли, он бормотал и считал по пальцам свой запас предметов. Готово. Теперь очередь большой брат Хань называть. Большой брат, почему ты так побледнел? Ты. Моргнул юноша. Он посмотрел на Ханьли, не понимая, почему Ханьли потерял дар речи. Не говори мне, что, чтобы войти в Большую Южную долину, я должен был все это подготовить. Ханьли все еще был бледным. Там нет такого правила. Прямо ответил Ван Сяошань. Услышав это, Ханьли немного успокоился. Тем не менее, те, которые приходят в Большую Южную долину, хотят принять участие в небольшой встрече Большого Юга. Как можно не принести никаких предметов? Это происходит только раз в 5 лет. Это повод для нас, молодого поколения провинции Лан, установить торговое событие. Специально для Великой Бессмертной Ассамблеи Вознесения, которую наша провинция Лан проведет через месяц. Очень много тех, кто хочет принять участие во встрече Юга. Неужели Большой брат не пришел, чтобы принять участие в небольшой встрече Большой Южной долины? Юноша сказал в шоке. Он посмотрел на Ханьли с неуверенностью во взгляде. Ханьли горько улыбнулся. Брат Сяошань, я действительно не знал, что в этом месте будет проходить встреча Большого Юга. Я просто узнал случайно, что в этом месте собираются другие культиваторы. Я пришел, чтобы завести друзей, больше ничего. Как я мог специально что-то подготовить заранее? Беспомощно сказал Ханьли, разведя руками. Так вот оно что. Это печально. Большой брат Ханьли не имеет никакого выбора, кроме как потерять эту прекрасную возможность. Ты должен знать, что нет возможности участвовать для тех, кто не имеет товаров и материалов, сказал Ван Сяошань с лицом, полным жалости, смотря на Ханьли. Тем не менее, не могу же я сказать, что мне совсем нечем торговать. По крайней мере, разве у меня нет этих 2 талисманов? Подумал Ханьли с усмешкой. В этот момент густой туман перед ними вдруг разрядился, как будто человек перерезал его ножом, создавая небольшой путь, в который может уместиться 2 человека плечом к плечу. С первого взгляда никто не мог увидеть другой конец небольшого пути, который казался довольно длинным. «Хорошо, пойдем». Юноша посмотрел в сторону Ханьли со счастливым лицом, прежде чем радостно понестись по дороге. Ханьли внимательно смотрел на небольшой путь с безразличием на мгновение, прежде чем двинуться в путь. Он шел размеренным шагом, спокойный и неторопливый. Этот путь казался довольно долгим, но совсем скоро он закончился. После того, как Ханьли прошел по пути, перед ним полностью раскрылась картина пышной, зеленой долины. Долина была окружена с 3 сторон горами. Единственным входом была горная сторона, оцепленная плотным туманом, откуда Ханьли и вошел. Весь этот регион был довольно большим, не менее 16 гектаров. В центре была большая отгороженная территория с нефритовым дворцом, куда вошли несколько причудливо одетых людей. В передней части павильона была территория, занятая множеством людей, напоминающих мелких торговцев. Вся площадь была заполнена киосками мелких торговцев. Время от времени 1-2 человека подходили туда и смотрели. Они посмотрят на несколько вещей и, возможно, зададут несколько вопросов, но Ханьли редко видел, чтобы кто-то заключил сделку. Увидев это, Ханьли был поражен. Это был мир культиваторов. Все люди здесь были культиваторами. Возможность увидеть так много культиваторов сразу ввела Ханьли в состояние транса. Ханьли покачал головой, пытаясь немного успокоить свой разум. Он постоянно напоминал себе, что он хотел войти в ранее невообразимый мир. Люди здесь, скорее всего, были в состоянии с легкостью его убить.
Он должен быть более осторожным и аккуратным. С этой мыслью Хань Ли повернул голову, чтобы посмотреть на путь, который к тому моменту уже полностью исчез, и поднял ногу, чтобы двинуться вперед на свет. Глава 129. Даосский мастер Цин Янь. Хань Ли делал лишь несколько шагов, прежде чем он услышал голос, зовущий его издалека. «Здесь большой брат Хань». Обратив взор в сторону голоса, он увидел Ван Сяошань, стоявшего рядом с пожилым человеком в зеленой рясе, беспрерывно машущего руками, чтобы привлечь его внимание. Хань Ли слегка улыбнулась, когда подошел. Когда он посмотрел в сторону пожилого человека, Ван Сяошань начал говорить: «Этот пожилой человек из Большой Южной долины, даосский мастер Цин Янь. Он закадычный друг моего отца. Недавнее совещание Большого Юга было организовано и проведено им и несколькими другими старейшинами». Когда Хань Ли услышал слова юноши, он невольно бросил взгляд на старца в зеленом одеянии. Этот пожилой человек был высоким и худым и носил зеленую академическую накидку. С широкими плечами, длинными руками и рябым лицом он выглядел довольно устрашающе. После этих слов юноша обратился к пожилому человеку: «Брат Хань, которого я встретил, когда я был в странствиях за пределами долины. Несмотря на то, что он является изгоем-культиватором, мы очень хорошо поладили. Старший военный дядя должен заботиться о нем, это будет хорошо». Старик посмотрел на Хань Ли, и вдруг он закрыл глаза и сказал: «Маленький брат Хань, твое искусство действительно хорошо. Достигнуть 8-го уровня в таком молодом возрасте. Твои достижения наблюдаются крайне редко, даже в нашем мире культиваторов». Хань Ли горько улыбнулся внутри себя после того, как он услышал похвалу этого старика. Если бы он не потреблял такое количество духовных трав и таблеток, как бы он достиг 8-го уровня так легко? По его оценкам, в иной ситуации он все еще был бы на 3-м или 4-м уровне. Но он почтительно ответил с оттенком скромности: «Старейшина Цин, спасибо за похвалу, но мне просто повезло». Старик в зеленой мантии кивнул головой и перестал с ним разговаривать. Он обратил взгляд обратно на Сяошань и спросил: «Молодой человек, те, кто уже прибыл из твоей семьи, очень беспокоятся о тебе. Они попросили меня, чтобы я привел тебя к ним в тот момент, как только мы встретимся. Ты должен следовать за мной, я отведу тебя к ним». Услышав новость, Ван Сяошань не мог не выразить грусть. «Не говорите мне, что 7-я сестра и 9-й брат пришли вместе, а? Я больше всего боюсь их постоянного ворчания. А это возможно, чтобы я не пошел». Ван Сяошань смотрел на старика с глазами, полными надежды. Старик в зеленом перестал улыбаться и спросил: «Что ты думаешь?» «Эх, конечно, я должен вернуться». Ван Сяошань опустил голову, ответив подавленным тоном: «ПФФ? Да у тебя кишка не тонка, на самом деле посметь улизнуть, не сообщив своей семье. И если бы ты встретил бессмертного культиватора, который был бы недобросовестным в середине твоего путешествия, как ты думаешь, остался бы живых?» Старик резко бранил Сяошань, в то же время поглядывая на Хань Ли уголками глаз. Этот старик намекает, что это я недобросовестный культиватор, пытающийся приблизиться к Сяошань. Хань Ли холодно смотрел в сторону, понимая намерение за словами старика. «Хай, так трудно встретить нормального человека, кажется, что мы должны быть временно разделиться. И если я не уйду, и даосский мастер Цин Янь использует свои методы, я даже не знаю, смогу ли я уехать отсюда живым», Хань Ли беспомощно воскликнул про себя. «Так как брат Ван должен вернуться, чтобы встретить семью, я пока в одиночестве осмотрюсь здесь. Надеюсь, у нас еще будет возможность встретиться», Хань Ли сложил руки, сказав это Ван Сяошань и даосскому мастеру Цин Янь. «Эй, не оставляйте нас так быстро, я все еще хочу представить тебе. У маленького брата Хань есть планы, и мы не должны их нарушать». Ван Сяошань увидел, что Хань Ли уходил и отчаянно хотел что-то сказать, но он был остановлен даосским мастером Цин Янь. Видя ход событий, Хань Ли улыбнулся в сторону Ван Сяошань перед поворотом и ушел. В то же время юноша последовал за стариком с лицом, полным горечи, как если бы его вели на казнь. Он медленно шел по направлению к семье. Несмотря на разговор с даосским мастером, Хань Ли не был раздражен. В конце концов, как у пожилого человека, у него было много жизненного опыта.
Увидев такого человека, как Хань Ли, который пришел неизвестно откуда, он, конечно, посмотрел бы на него с подозрением. Любой нормальный смертный старик, несомненно, сделать бы так, не говоря уже о таких, как старейшина Циньянь. Тем не менее, у Хань Ли не было никаких вредоносных намерений по отношению к Ван Сяошань, он просто хотел разъяснить некоторые вещи о мире культиваторов. Но теперь с появлением даосского мастера Циньянь казалось, что он должен будет найти другой способ, чтобы получить больше знаний о мире культиваторов. Бессознательно он начал двигаться ближе к магазинам бессмертных культиваторов. Магазины культиваторов были расположены в просторном рынке в форме знака. Таким образом, потенциальным клиентам в толпе было проще рассмотреть товар. Клиенты ходили и исследовали магазины, придавая этому месту атмосферу шумного ночного рынка. Был уже поздний вечер, и огни на улицах продолжали мелькать. Большинство торговцев зажигали их бронзовые фонари, которые не содержали ни фитиля, ни воска. Вместо этого в фонарях были размещены белые камни, которые испускали мягкий свет, освещая улицы. Излучаемый свет был сильнее, чем у обычных свечей. Мало того, они были способны осветить не только эту небольшую область, но даже близлежащие улицы. Для Хань Ли это было необыкновенным сокровищем. Хань Ли не мог не воскликнуть в изумлении. Небо потемнело, но толпа стала еще гуще. Большинство из них были бессмертными культиваторами, скрытыми в толпе, в результате чего живость области принимала еще более сильные масштабы. Хань Ли медленно приближался к рынку, но он не приблизился совсем. Вместо этого он наблюдал со стороны, обращая внимание на всех бессмертных культиваторов, которых он видел. На таком близком расстоянии одежда бессмертных культиваторов позволила Хань Ли расширить его знания. Некоторые из культиваторов были в ветхих одеждах, покрывающие лишь некоторые участки тела, остальные участки оставались голыми на всеобщее обозрение. В то же время были другие, полностью укутанные в свои одежды, не раскрывающих никаких деталей, полная противоположность неряшливо одетым культиваторам. Еще более нелепым было то, что там был человек, одетый как женщина. Это почти вызвало у Хань Ли тошноту, но, к счастью, этот тип странных людей нечасто встречался. Хотя другие культиваторы были одеты странно, Хань Ли был в состоянии воспринимать их. Вдруг Хань Ли оживился. Он обнаружил, что все на рынке, независимо от того, были ли они торговцами магазинов или бессмертными культиваторами, посещающими рынки, все они были в возрасте от 10 до 20 лет. Он даже не смог обнаружить бессмертного культиватора старше 30 лет. Это было так, как Ван Сяошань описывал. Проходящая каждые 5 лет, встреча Большого Юга стала мишенью для молодых бессмертных культиваторов. Оказалось, что те, кто были старше или имел более высокий статус, даже не появлялся здесь. Даже даосский мастер Циньянь не посмел бы показать свое лицо здесь. Думая об этом, он вздохнул с облегчением. В конце концов, эти старики были жесткими, чтобы с ними справиться, и если они захотят иметь с ним дело, они очень легко его уничтожат. Однако, несмотря на то, что тут были только молодые бессмертные культиваторы, их уровни не были слабыми. Если Хань Ли поставит себя в ряд с этими культиваторами, он сможет быть только примерно среднего уровня. Вернувшись в город Цзяюань, Хань Ли однажды встретил синоодетого человека, который был намного сильнее, чем он. Здесь было 5-6 бессмертных культиваторов, того же уровня, что и синоодетый человек, который заставил Хань Ли так сильно нервничать. Глава 130. Как стать участником? Брат, почему ты стоишь здесь в одиночестве? Ты ждешь друга. Яркий и чистый голос внезапно послышался позади Хань Ли, заставив его вздрогнуть. Хань Ли медленно обернулся и увидел 6-7 людей, стоящих недалеко от него. Тот, кто говорил, был 27-28-летним культиватором, одетым в даосские мантии. Этот человек обладал чистой прекрасной кожей и правильными чертами лица. Он держал кнут в руке и смотрел на Хань Ли с улыбкой. У даосского священника есть ко мне какие-то претензии. Хань Ли не понимал, и вместо того, чтобы ответить на вопросы другой стороны, сам задал вопрос в ответ. Хе-хе. Не поймите меня неправильно, у нас нет злых намерений. Мы просто увидели, что брат стоит в одиночестве, и нам стало любопытно. Вот почему мы подумали, что ты изгой-культиватор, который пришел навстречу в одиночку, и захотели с тобой подружиться.
Мы все изгои-культиваторы, как и ты. Даосский священник объяснил с доброжелательностью. Вы все изгои-культиваторы. Хань Ли был немного шокирован. Все верно. Если ты являешься изгоем-культиватором, то тебе бы лучше остаться вместе с нами. Таким образом, все смогут присматривать друг за другом во время этой встречи. Эти слова послышались от красивой молодой женщины с рубцом на лице. Рядом с ней был большой бородатый человек, держащий тесак на спине. Эти двое, казалось, были женаты. Да, ранее одиночки-изгои-культиваторы, которые участвовали в торговле, регулярно были унижены большими кланами, потому что они были слишком слабы. Торжественно сказал даосский священник. Услышав эти слова, Хань Ли понял намерения другой стороны. Эта группа изгоев-культиваторов боялась оказаться униженными во время встреч с кланами культиваторов. В результате они добровольно собрались вместе и создали небольшую банду в попытке приобрести способность защищать себя. Именно поэтому они искали везде одиноких изгоев-культиваторы. Поскольку намерения другой партии были ясны, Хань Ли, естественно, не мог отказаться от таких благих намерений. В конце концов, он действительно нуждался в небольшой группе, чтобы оградить его от опасностей. Он не беспокоился, ведь это можно было рассматривать лишь как временное явление. Тем не менее, ему по-прежнему необходимо задать другой стороне несколько вопросов, прежде чем он сможет присоединиться к ним. Так как вы, несколько человек, следили за мной, я не буду ничего скрывать. Я действительно являюсь изгоем-культиватором. Тем не менее, если вы хотите, чтобы я присоединился к группе, не могли бы вы сначала назвать себя и сказать, что я должен делать в качестве участника вашей группы? Хань Ли спокойно признал себя как изгоя-культиватора, но как только люди перед ним обрадовались, он высказал свою просьбу. Кажется, что у брата все еще есть некоторые опасения. Ха-ха. Это не важно. Когда остальные едва присоединились, они говорили почти те же самые слова, что и ты. После того, как даосский священник и другие слышали слова Хань Ли, они не только не выразили неудовольствия, но вместо этого они посмотрели друг на друга и от души рассмеялись. После этого даосский священник сказал эти слова: «Я познакомлю тебя с друзьями». Даосский священник указал на несколько изгоев-культиваторов и сказал Хань Ли с улыбкой: «Эти два брата по крови из темно-синих волчьих гор, Хэй Му и Хэй Цзинь». Даосский священник указал на молодых людей и спокойно представил их. Эти двое поприветствовали Хань Ли, и Хань Ли им в ответ. Это отшельник Хун Лянь пещеры, летающего лотоса, и мастер Кусанг горы Пулу. На этот раз он указал на простую молодую госпожа и маленького буддийского монаха. Что касается их, мы семейная пара из поселения Небесной воды, Хупингу и Сюндали. Даосский священник указал на молодую женщину и большого бородатого человека, который до сих пор не сказал ни слова. Со смешком молодая женщина быстро начала разговор. Даосский священник не рассердился из-за того, что его перебили, он лишь засмеялся. Это скромный даосский священник, крадущийся Окс горы молодой короны, Окс Гуашань. Мое даосское имя Цин Вэнь. Хехи, этот скромный даосский священник, является основателем этой небольшой группы и нынешним лидером на некоторое время. Однако этот он не может командовать кем-нибудь и является лидером только во внешних делах. Даосский священник скромно представился последним, а также дал общую характеристику этой маленькой банды. Этот даосский священник был весьма сильным. Этот человек, похоже, неплох, кроме того, магическая сила остальных не казалась слабой по большей части. Большинство из них имели магический эквивалент мощности на 7 или 8 уровне стиля Вечной Весны. Этот даосский священник Цин Вэнь был еще более сильным. Несмотря на то, что он не достиг уровня синодетого человека, он был гораздо сильнее, чем Хань Ли. После того, как Хань Ли задумался на мгновение, он почувствовал, что эти люди имели много преимуществ без каких-либо недостатков. Затем он сказал: «Так как вы каждый изгой-культиватор и групповые дела идут хорошо, я, Хань Ли, хотел бы присоединиться к вам на некоторое время». Очень хорошо, брат Хань присоединился. Сила нашей группы увеличилась еще раз. После того, как даосский священник Цин Вэнь услышал слова Хань Ли, он тут же ответил это веселым тоном. Остальные также были рады. В конце концов, сила Хань Ли, казалось, была не слабой, и он сможет помочь им, если что случится. «Это вся ваша группа?» — спросил Хань Ли, посмотрев влево и вправо.
Есть еще двое. Один из них в настоящее время крепко спит в комнате. Другой прогуливается неподалеку. Ху Пингу поджала губы. Казалось, ей не особо нравились эти люди. Это не так плохо, как говорит госпожа Ху. Кто-то просто захотел немного поспать, а другой захотел повеселиться. Маленький буддийский монах защищал двух человек. Ты. Ху Пингу почувствовал какое-то недовольство, услышав буддийского монаха Гуашань, и захотела сказать несколько других вещей. Достаточно. Никто не должен спорить. В конце концов, все первоначально пришли к соглашению. И если мы не боремся со внешней силой, и за исключением случаев, когда мы все должны объединиться и выполнять приказы, все мы имеем свободу во все остальное время и можем делать, что хотим. Даосский священник Цин Вэнь поспешно шагнул вперед, чтобы ответить. Хотя эта госпожа Ху не была рада, она не продолжила спорить. В конце концов, сила даосского жреца Цин Вэнь была достаточно мощной, но она не смогла сдержаться и не ответить. Подождите до вечера, а затем брат Хань будет иметь возможность встретиться с ними. Эти двое действительно выделяются из массы. Даосский священник имел беспомощный вид. Казалось, эти двое были весьма хлопотными. Когда Хань Ли увидел это, хотя его интерес был сильно возбужден, он нашел неловкой эту ситуацию. Далее даосский священник Цин Вэнь спросил Хань Ли, хочет ли он идти вместе с ними или прогуляться в одиночестве. Хань Ли, естественно, выбрал последнее, не удивив даосского монаха Цин Вэнь. Тем, кто только что вступил в Великую Южную долину, естественно, было весьма любопытно, и они по большей части ходили в одиночку. Тем не менее, у него заняло бы примерно столько же времени все обойти, если бы они пошли вместе. Даосский священник был весьма добросовестным. Рассказав Хань Ли некоторые правила и убедившись, что тот все понял, он дал ему талисман. Он указал на небольшой павильон, где они устроились. Талисманом, который он дал Хань Ли, был ключ, чтобы открыть ограничительное заклинание для этого павильона, чтобы Хань Ли мог отдыхать там, когда он устанет. Потом эти несколько человек попрощались с Хань Ли и исчезли в тусклом свете ночи, оставив его и продолжив искать других изгоев-культиваторов. Хань Ли продолжал смотреть на фигуры этих людей, пока они уже не были слишком далеко, чтобы их было видно. Затем он опустил голову, чтобы посмотреть на талисман в его руке. На желтом талисмане был серебряный блеск. Он не мог разгадать очарование этого оберега. Казалось, действительно очень полезен. После того, как Хань Ли пробормотал себе это, он мягко улыбнулся. Он сложил бумагу с талисманом и положил его к себе за пазуху. Затем, после того, как он бросил глубокий взгляд в сторону, где исчез даосский священник Цин Вэнь, он повернулся и пошел по направлению к площади без малейших колебаний. После того, как он вошел на площадь, Хань Ли стал, как и другие культиваторы, медленно ходить из стороны в сторону, поворачивая голову, чтобы посмотреть на товары каждого поставщика. Согласно тому, что даосский священник Цин Вэнь рассказал ему минуту назад, эти культиваторы обычно используют два метода для сделок. Первый метод заключал в себе обмен товаров на товары. Несколько культиваторы отдавали ненужные вещи, но все еще не решались расстаться с товарами, которые им необходимы. В результате, те, кто пользовался этим способом, не имел каких-либо успешных сделок в течение нескольких дней. Это было довольно обычным явлением.